Поскольку Нарада Муни по природе своей очень милостив к падшим душам, он, неизменно пребывая на трансцендентном уровне, раскрывал нам тайны религии и духовного знания. Его наставления были полностью свободны от материальных следов. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе сказано: «Дхармасья таквам янам ча нирмалам». Слово «нирмалам» относится к безупречной дхарме, безупречной религии, которую называют Бхагавата-дармой. Когда человек совершает обычные обряды и ритуалы, позволяющие ему улучшить свое материальное благосостояние, о такой религии говорят, что она осквернена мирскими желаниями. Но чистая, неоскверненная религия означает, что человек познает свои отношения с Богом и, действуя на основе этого знания, достигает высшей цели жизни, возвращается домой к Царству Господа. Махараджа Прахлада сказал, что человеку следует с самого детства стремиться к уровню Бхагавата-дармы. Каумара ачарят пракно дарман бхагаватан. Когда сам Господь говорит «Сарва дарман паритьяджа мамакам шаранам браджа», «Оставь любые виды религий и просто вручи себя мне», Он тоже призывает нас исповедовать чистую, неоскверненную религию. Человек должен постичь свои отношения с Богом и действовать, основываясь на этих отношениях. Это и есть Бхагавата-дарма. Бхагавата-дарма – ничто иное, как бхакти-йога. Васудеви Бхагавати бхакти-йога праяджика янан ядвяшу вайрагьям янам чаята хайтукам. К тому, кто преданно служит личности Бога Шри Кришне, очень скоро, само собой, приходит истинное знание и отрешенность от мира. Бхагаватам 1.2.7. Чистую религию исповедует тот, кто занимается бхакти-йогой, преданным служением Кришне, Васудеве. Вишнуджаной Свами Прабхупадой Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharane Nirvishesha Srimati Paschana Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojikaha Jana Yastu Vairagya Jnana Chadkara Haidukam. By rendering devotional service to Krishna, one gets causeless knowledge and detachment. Тому, кто преданно служит личности Бога Шри Кришны, очень скоро, само собой, приходит истинное знание и отрешенность от мира. Material world, we're in the material concept of life. Материальный мир, он основан на материальных представлениях о жизни. And therefore, the conditioned soul is mainly interested in religiosity, dharma. Поэтому обусловленные души, они заинтересованы в религиозности. In order to obtain economic development to gratify the senses. Для того, чтобы достичь экономического процветания и удовлетворить свои чувства. And when one is frustrated in his sense gratification, then he wants liberation. А когда живое существо оно разочаровывается в чувственных наслаждениях, оно начинает желать освобождения. In Kali Yuga, there is no idea of what is actual religion. В Кали-югу на самом деле нет четкого представления о том, что такое религия. People in this age, as Krishna says, adharma dharma itiya manyate tamasavridaha sarvatam viparitamascha buddhi sapartha tamasi. They think that religion is irreligion. Шри Кришна говорит, что люди думают, что религия, нерелигиозность принимают за религию. And they think that irreligion is religion. И они думают, что безбожие принимает за религию, а религию принимает за безбожие. And therefore they're always striving in the wrong direction.
Поэтому они сражаются друг с другом во всех направлениях. People in this age, they think if they can increase their sense gratification, then they can get more happiness. Люди этого века думают, что если увеличить свои чувственные наслаждения, то можно стать счастливым. The more they experience attachment and lust, the more they think they're progressing. И они чувствуют, что чем больше у них возрастает привязанность и вожделение, тем больше их прогресс. But in the Vedic concept, the idea was religion should lead ultimately to liberation. Но в ведической концепции религия, она предназначена в конечном итоге для освобождения. The aim of human life is to get out of the material concept of life. Тот, кто находится в теле человека, он должен выйти за материальное представление о жизни. That only if one is liberated from the material concept of life is one actually making progress in human life. И если человек хочет достичь освобождения, он должен прогрессировать в человеческой жизни. Therefore, Parikshit Maharaj asked the question, what is the duty of a person who is about to die? Поэтому Парикшит Махарадж, он задает вопрос: каковы обязанности того, кто находится на пороге смерти? He didn't ask what's the price of gold. Он не спрашивает, почем золото. He didn't even ask, do you know any good Ayurvedic doctor around? И он даже не спрашивает, может, знаете, есть тут хороший аюрведический доктор? I heard I'm going to get sick next week. Я слышал, у меня будет страшная болезнь на следующей неделе. Any good Ayurvedic medicine they're selling in the store? И мне нужно какое-нибудь аюрведическое лекарство срочно купить в магазине. Especially against snake bite. Особенно противоядие против укуса змеи. No, he asked, what should I do now that I'm about to leave my body? Нет, он спрашивает, что мне делать сейчас, когда я на пороге оставления своего тела. And Shukadeva Goswami said, Varyan Esha Te Prashna Krita Lokita Ripaha Atmatam Samatam Pumsa Shoti Vyadishu Yatparaha. That this actual question is glorious. Шукадева Госвами, он говорит, твой вопрос, он очень прославлен. Because it's the real question it's the question that everyone is supposed to be asking. Потому что это настоящий вопрос, который должны задавать все, кто живет в этом мире. Not, how can I enjoy myself until the end of life? Не вопрос, как мне наслаждаться этой жизнью, живя в этом мире. One king asked his minister, until what age does a man experience sex desire? Один царь спросил своего министра: скажи мне, до какого возраста человек испытывает желание секса? So the minister said, up until the end of life. И министр сказал, да прям до конца жизни. So the king was rather surprised. He didn't believe him. И царь очень удивился и даже не поверил. The minister said, I'll show you, just wait a few days. И министр сказал ему, я покажу тебе это через несколько дней. A few days later, the minister came to the king. Через несколько дней министр пришел к царю. And said, come with me and bring the young princess with you. И сказал, пойдем со мной и возьми с собой свою дочь, молодую принцессу. The king came with his young princess and they entered into a room. И царь, он взял молодую принцессу. Entered, Sherez, quite pure. Зашел в дом. Зашел в дом. They entered into a room. Both the minister, the king, and the young princess. Он взял свою принцессу, и они пошли вместе с министром. Пошли в дом. Quatera, yeah, into a room. Комнату. And in the room was an old man who was dying. А в этой комнате лежал старик, и он умирал.
when the minister entered, the man paid no attention. Когда зашел министр, старик, умирающий, не обратил никакого внимания. When the king entered, the man paid no attention. Когда вошел царь, старик также не обратил никакого внимания. And when the young beautiful princess entered, Когда вошла молодая прекрасная принцесса, the man sat up in his bed, старик сел на своей кровати, winked at the princess, уставился на нее and then died. и умер. So then the king was convinced. Тогда царь поверил. Material world means we've come here to enjoy. Материальный мир означает, что мы пришли сюда, чтобы наслаждаться. And therefore we're always looking for gaining some material resource Поэтому мы всегда ищем здесь какие-то материальные ресурсы, where we can have a nice, happy life. с помощью которых мы сможем обеспечить себя счастливой жизнью. So generally people are asking in this age, В этот век обычно люди спрашивают. Shukadeva Goswami said, Shrotavyadishu Rajandra Srinam Shanti Sahasra Shaha Apashitam Atmatatvam Griheshu Griha Medina. That those who are blind to self-realization, they have hundreds and thousands of topics to ask about. Шукадева Госвами говорит в этом стихе, что те, кто не стремится к самоосознанию, имеют сотни и тысячи тем для обсуждения. They never ask, what is the duty of a person who's about to die? They ask, what's the duty, what should I do now that I'm alive? Они никогда не спрашивают, в чем заключается обязанность человека на пороге смерти. Они всегда думают, что мне делать, пока я живу. And what are they thinking? О чем они думают? Nidraya riyate naktam bhavavayena chavavaya divya charte hara rajan katumba varanena va. During the daytime, well, at night, nidraya riyate naktam. At night they're sleeping. Ночью они спят. So they're wondering how can I sleep better? И они всегда беспокоятся о том, как же мне получше поспать. They have scientists experimenting how to sleep better. Есть множество ученых, которые проводят эксперименты. A dog on the street has no problem. У собак на улицах нет проблем с этим. We've never found a dog with insomnia. Мы никогда не найдем собаку, у которой бессонница. We never saw a dog, he needs a water mattress in order to sleep on. A mattress filled with water. Мы никогда не увидим, не найдем собаку, которая нуждается в матрасе, наполненном водой, чтобы спать. Special padruga. Pillow. Special pillow. Особенная подушка специальная. Padushka, yeah. No, the dog, anywhere he goes, he can sleep. Собаки, куда бы они ни отправились, они могут уснуть. Only the human beings, they can't sleep. Только человек не может спать. They have to take a pill to go to sleep. Нужно принять таблетки, чтобы уснуть. They have to take a pill to wake up. Нужно таблетки принять, чтобы проснуться. And they have to take another pill just to counteract the pills they just took. А потом нужно еще принять таблетку, которая нейтрализует влияние тех таблеток. Nidraya niyate naktam vavavayena chavavaya. And sex has become very important. И также секс становится очень важной вещью. People are working day and night just to increase their sex life. Люди работают день и ночь для того, чтобы повысить эффективность своей сексуальной жизни. If in their next life they become a pigeon, there won't be any problem. If, yes please, in their next life, in their next life they become a pigeon. There's no problem. Если они в следующей жизни станут голубями, то нет проблем с этим. Because a pigeon can have sex 20 times an hour. Потому что голуби могут сексом заниматься 20 раз в час.
And there's no problem. И у них нет с этим проблем. Which human being can compete? С которыми сталкивается человек. Just sit down. But we find there is no playboy pigeon. Но мы не увидим никогда голубей плейбоев. They don't have to do any special exercise. Им не надо никакие особенные упражнения делать специально. But this bhavaya, enachavaya, this has become so important in human life. Но тем не менее, в человеческой жизни это стало очень важно. They have sexologists. У них есть сексологи. They have stores dedicated to sex. Есть целые магазины, которые посвящены, интим-магазины, которые посвящены интиму. Divya Chartahara Rajan. And during the day, they're working hard to get money. А днем они занимаются тем, что тяжело трудятся, чтобы добыть деньги. Kutumba Bharanenava. So that they can maintain their family. Для того, чтобы они могли должным образом поддерживать свою семью. This is what they're simply thinking about day and night. Where to eat, how to sleep, how to have sex, how to defend myself. Вот о чем люди думают день и ночь. Как поспать, как поесть, как об интимной жизни думают. But what is the whole purpose of it, of what they're doing? Но в чем смысл всего того, чем они занимаются? It is said that Deha Patya Kalatradishu Atma Sanyesh Vasatsupi Tesham Pramato Nidanam Pashanapina Pashati. That the body, they'll protect me. Мое тело защитит меня. Deha Apatya, my children, they'll protect me. Мои дети защитят меня. Kalatra, my wife will protect me. Моя жена защитит меня. Adishu, and everything else, all these different things I have, they'll all protect me. И все те вещи, которые окружают меня, они меня тоже защитят. Deha Patya Kalatra Atma Sanyesh. These are my soldiers. Это мои солдаты. Even the Yamadutas, they come to take me away. Даже когда ямадуты придут, чтобы забрать меня, My wife will hit them with a rolling pin. моя жена прогонит их. My children will beat them. А дети покусают и забьют их. My dog will bite them. Собака тоже их искусает. Somehow or another, they'll protect me. Так или иначе, защитят они меня. But Atma Saneshva says, Tesham Pramato, but this is all madness. This is madness. Но на самом деле это все безумие. Because Pashanapina Pashati, no one has ever been protected by their family from death. Потому что никого не могут защитить члены его семьи в момент смерти. So much endeavor to seek protection. Столько усилий для того, чтобы получить защиту. But ultimately there is no protection. Но в конечном итоге никакой защиты. Valasya neha sharanam pitaro nishingha nartasya chaganam udanvato natmadato no. Taptasya tat pratividir ihanda shestas twadvido tanubritam twad upekshitana. In so many different ways people want shelter. Так или иначе, люди, они ищут прибежище. They're thinking if we have good parents, they'll help the child. If the parents are good, they'll save the child. Люди думают, что если родители, они хорошие, то они смогут спасти своих детей. But still the child may die anyhow. Но, тем не менее, мы видим, что дети умирают иногда. If we have nice doctor and nice medicine, they'll protect the patient. Даже если у нас есть хороший доктор и очень хорошие лекарства, чтобы защитить нас. But still the patient dies anyhow. Still, Yesho, Umira, Все равно люди умирают.
все равно люди умирают. And if we have a nice boat, it'll cross over the ocean. Или как у нас будет, если хорошая яхта, чтобы пересечь океан. But even the Titanic sunk. Но мы знаем, что даже Титаник затонул. Therefore, these things may not give us protection. Поэтому эти вещи не могут дать нам защиту. And even if they do temporarily give us protection, still the protection is not forever. Даже если они могут дать нам временную защиту, тем не менее эта защита не будет вечной. When one man was in the Titanic, Один человек был на Титанике. he was in the room where they had the engine. И он был именно в том помещении, где находится двигатель. And when the Titanic hit the earth iceberg, the engine exploded. И когда Титаник столкнулся с айсбергом, двигатель его, он взорвался. And the man was covered with oil И этот человек, он весь с ног до головы был покрыт маслом. and was thrown into the ocean. И он прыгнул в океан. Everyone else who was thrown into the ocean, they died. Все остальные, кто упал в океан или кого выбросил в океан, они все погибли. But this man, being covered by oil, he survived. А этот чувак, который был весь в масле, он выжил. Because the water was so cold, everyone froze to death. Потому что вода была очень холодной, и все, кто попал в воду, они просто замерзли. But he was protected by the insulation of the oil. А его защитило масло, которое было толстым слоем. 1 month later, this man was walking down the street, Месяц спустя он шел по улице, intoxicated, был пьяный вдрызг, celebrating his survival. и он отмечал свое чудесное спасение. It had just rained, Шел дождь, and in between the sidewalk and the street was a little gutter. The sidewalk, you know, the sidewalk where people walk, and then the street, there's a little space. и между тротуаром и дорогой было пространство такое. And in that little space there was a couple of centimeters of water. И там была вода. He fell down unconscious. Он поскользнулся, упал без сознания. His nose went into that little space. No. И он упал в это место, где скопилась вода, прямо своим носом. And he drowned in that little bit of water. И утонул в этой лужице. So he was saved, but ultimately he was meant to leave his body. И в конечном итоге каждый должен оставить свое тело. Therefore, even temporarily, we may get some shelter in the material world. Поэтому даже если временно, мы можем найти какое-то прибежище в этом мире. But no shelter lasts permanently here. Но постоянного прибежища здесь нет. Therefore, one has to learn detachment. Поэтому человеку нужно научиться отречению. We're very anxious to have some safety here. Для того, чтобы найти какую-то безопасность в этом мире. But ultimately, there is no safety. В конечном итоге никакой безопасности здесь нет. We may make so many arrangements for our safety. Мы можем очень много устроить для нашей безопасности вещей. One man, he had one Brahmin, saintly Brahmin. У одного человека был святой Брахман. His only possession was one pair of coconuts. Yeah. Жил-был Брахман, и все, что у него было в собственности, это одна каупина. He would just chant Hare Krishna the whole day. Он повторял Харе Кришну. And he'd take one bath in the Ganges. Потом шел, омывался в Ганге. And he'd allow his pair of underwear to dry on the bank while he was taking his bath. И пока он купался в Ганге, он сушил свою каупину на берегу.
he came back to the bank Однажды он вышел на берег and he discovered that one mouse had stolen his underwear. и увидел, что одна мышка стырила его клубнину. So he was very upset Он так расстроился. and he had to beg another pair of underwear. И ему пришлось пойти и выпрашивать новую клубнину. But in order to protect his underwear, he begged one cat also. И для того, чтобы защитить эту свою новую клубнину, он выпросил, как пожертвование, кота. Kosher. Кошку. But the cat, he wanted some milk. Но кошке нужно молоко. But so he had to beg a cow. Поэтому ему нужно было пойти и попросить пожертвования. But in order to milk cows, it was too technical for him. Но ухаживать за коровой слишком было сложно для него. So he got one wife. Поэтому появилась жена. So now he had a wife and a cow and a cat to protect his underwear. И теперь у него была жена, корова и кошка, которая защищала его клубнину. But his wife wanted some children, Но жена захотела детей, so he had to get a house. поэтому нужно было строить дом. But in order to get a house, he had to get a job. Когда появляется дом, что нужно? Работу. But in order to go to the job, he had to get a car. Чтобы ездить на работу, нужна машина. So he had to work at night. Поэтому приходится работать по ночам. So now he had two jobs. И вот у него две работы. He had a house, Дом, he had a wife, жена, he had two children, двое детей, he had a cow, корова and a cat, и коты. all to protect his underwear. И все они защищают его клубнину. So he realized it was getting more and more complicated. И он понял в какой-то момент, что что-то все осложнилось сильно. And soon he wouldn't be able to protect his underwear no matter what he did. Skora. He wouldn't be able to protect his underwear no matter what he did. И скоро получится так, что он не сможет защищать свою клубнину, что бы он ни сделал. So he took his underwear off, Он взял и выбросил свою клубнину, threw it away, выкинул ее and just walked away. и просто ушел. So that's material life. Материальная жизнь такова. We're trying so hard to protect ourselves, Мы прикладываем столько усилий для того, чтобы защитить себя, to be safe, быть в to безопасности, be happy, стать счастливым. but life is simply more and more complicated. Но жизнь становится все более и более сложной. So while one is struggling for life, one has to learn detachment. Поэтому для того, чтобы победить в этой борьбе, человек должен научиться отречению. Then if one is actually detached from material life, then there is room to take up spiritual life. Когда человек отречен от материальной жизни, появляется место для духовной жизни. If our mind is always absorbed in anxiety about the future, Если наш ум постоянно погружен в беспокойство о нашем будущем, then there is no room to think about Krishna. места думать о Кришне не остается. Therefore Krishna says, Masu Chaha, we shouldn't worry. Поэтому Кришна говорит, Машу Чаха, не надо беспокоиться. If we have faith in Krishna, if we have faith, И мы верим в Кришну. then Krishna will actually protect us. Мы верим, что Кришна на самом деле нас защитит. Then we can actually be detached from all our problems. Если мы верим в это, тогда мы должны отрешиться от всех наших проблем. If we have faith that the goal of life is to become Krishna conscious, У нас должна быть вера, что цель сознания Кришны – это Кришна. then everything else will seem insignificant. Тогда все остальное станет неважным, незначительным. Then we can actually concentrate ourselves upon in Krishna consciousness. Только тогда мы сможем сосредоточить себя на сознании Кришны. And everything else will seem tuchavat, insignificant. И все остальное станет незначительным. But here Prahlad, he heard from Narada Muni
Но здесь Прахлад говорит о Нарде Муни. He heard from Narada. Он слышал от Нарды Муни. And therefore he was fixed in Krishna consciousness. Он слышал наставления Нарды Муни, и поэтому он стал стабилен в своем сознании Кришны. So on one side we have to hear about how trying to take shelter of material nature is ultimately useless. И здесь мы слышим, что принять прибежище в материальной природе – это бесполезное занятие. And on the other side we have to hear about the glories of taking shelter of the spiritual energy. С другой стороны, здесь говорится о славе принятия прибежища в духовной энергии. That whatever our situation, we can dedicate that to Krishna's service. В какой бы ситуации мы ни оказались, мы должны посвящать это. Ekam shushu shritam brahmam tapa traya chakipsitaha. Tad Ishvari Bhagavati Brahman Bhavita. That Ekam shushu shritam brahmam. It is declared by the learned persons. Ученые люди сказали, Tapa traya chakipsitaha. That the only real remedial measure to get free from the problems of material existence ученые люди провозгласили, что единственный способ стать свободным от материальных иллюзий is to dedicate one's energies in the service of Krishna. это посвятить всю свою энергию служению Кришне. So we may be rich, we may be poor, Итак, мы можем быть богатыми, мы можем быть we бедными, may be we may be learned, we may be foolish. мы можем быть учеными, а можем быть дураками. But the perfection of our life is simply to dedicate whatever energies we have in Krishna's service. Но совершенством нашей жизни является то, что всю свою энергию мы посвящаем служению Кришне. Then it says that causeless knowledge and detachment will follow. И тогда говорится, что беспричинное знание и отречение, оно придет вместе с этим. Then we'll actually understand what Krishna consciousness means. И мы поймем воистину, что значит сознание Кришны. As long as we're absorbed in the material concept of life, it's not possible to actually experience the sweet taste of Krishna consciousness. Но до тех пор, пока мы погружены в материальные представления о жизни, нет никакой возможности понять, что But такое. if we're actually dedicating our energies to spreading the Sankirtan movement, Посвятив свою энергию распространению движения Санкиртана, then gradually we'll be able to taste the happiness that comes from just hearing and chanting about Krishna. постепенно мы сможем начать чувствовать вкус воспевания, прославления Кришны. We'll be able to directly associate with him just by hearing and chanting about him. И мы сможем напрямую общаться с ним, просто воспевая его святые имена. Just like Prahlad Maharaj was able to do. Как это мог делать Шрила Прахладананда Свами. Because he heard from his spiritual master Narada. Поскольку он услышал своего духовного учителя Нарду, And he had nothing else to do. и ему не нужно было делать ничего иного. He was just in the womb of his mother. Он просто сидел в лоне своей матери. He didn't have to worry about school. Ему не надо было еще беспокоиться о школе. He couldn't see anything on television. Не надо было смотреть телевидение. He wasn't playing video games. В игры, видео он тоже не играл еще. No, he was simply hearing with attention whatever Narada Muni said. Он просто сидел и слушал со вниманием о том, что говорил Нарада Муни. Therefore, from the beginning of his life, he was fixed in Krishna consciousness. Поэтому с самого начала своей жизни он был очень стабилен в своем сознании Кришны. Similarly, if we regularly hear about Krishna, Точно так же, если мы будем регулярно dedicate our energies to Krishna's service, регулярно слушать о Кришне и посвящать свою энергию служению Кришне, then gradually we'll come to realize that we're eternal souls. постепенно мы придем к пониманию, что мы вечные души. And all our anxiety and impatience will go away. И все наши беспокойства уйдут. And we'll be able to hear with rapt attention about Krishna. Мы должны с полным вниманием внимать повествованием о Кришне. And directly experience the unlimited happiness that comes in Krishna's association.
тогда мы сможем испытывать прямое счастье, которое исходит от общения с Кришной. So, спасибо. Если вопросы? Да. Вы можете перейти на очень много Кришны? Can I bring them back? Well, if they're chanting Hare Krishna, they're already with Krishna. Когда мои ученики повторяют Харе Кришна, они уже с Кришной. It's not a question of anyone bringing them back. It's a question of them following the instructions. И вопрос того, придут ли они обратно к Кришне, это вопрос их следования моим наставлениям. It's the instructions that bring us back. Наставления, они приведут их обратно. We have the right attitude. У нас есть практика, правильные усилия. We have the right attitude. Отношения. Поведение. У нас есть правильное поведение. And we follow the right instructions. Мы следуем правильным наставлениям. Then Krishna will be pleased. Тогда Кришна, он будет удовлетворен. And if Krishna is pleased, then we'll make spiritual progress. А когда Кришна удовлетворен, мы сможем духовно прогрессировать. So Krishna is pleased if one follows the instructions of his devotees. Получается, что Кришна доволен, когда мы следуем наставлениям его преданных. So it's the following the instructions of Krishna through the succession that delivers one. Поэтому следование наставлениям Кришны, которые передаются через ученическую преемственность, они возвращают человека обратно. Even the teacher is not so expert. Даже если духовный учитель, он не очень опытный, But if he gives expert instructions, но если он дает опытные наставления, and the student follows the instructions carefully, а ученик внимательно и четко следует этим наставлениям, then the student will become expert. тогда ученик тоже станет опытным. Therefore it says, our only wish to have our consciousness purified by the words which emanate from the spiritual master. Поэтому говорится, единственное, чего я хочу, это чтобы наставления, исходящие с лотосных уст, The divya gyan that liberates us. очистили мое сознание. And we take it seriously. Дивья-гьяна сможет очистить нас. Anything else? Yeah. Ну, вообще, могли бы рассказать, когда есть предыстория Прахладананда, да. Предыстория, где он был до рождения, вообще, что за личность, как говорится о нем, как о чистом преданном, когда он в момент учения пришел, в момент, когда он находился в воле матери, или он был до этого, этой личности. Can you tell us a story about Krishna, his previous life? It is said that he is being devoted when he became devotee, when he was in the womb. Yeah, it's when he was hearing from Narada Muni. Он стал чистым преданным, когда он слышал наставления Нарады. Because he heard with rapt attention, he became convinced. Поскольку он слышал с полным вниманием, он стал убежденным полностью. Как относиться к отречению, как правильно отречься? Какие-то есть вещи, которые надо прожить, отработать, или нужно сразу все бросить и как отречься? Как правильно отречься? They say that maybe there is some things which we should let go, or we should not make progress. What's the proper method of attachment?
ясно. How we should renounce? Either we have to give up immediately, or we have to go through some things gradually. Give up what? От чего именно отречься? Ну, о чем ты говоришь? Ну вот, вы сказали, нужно отречься, а потом предаться. Или сначала предаться. Ну как-то, я не знаю, просто как относиться к вещам, желаниям жизни вообще, вот как правильно выбирать или вообще семейно жизнь, или просто сразу саньяс принять. А потом саньяс примешь, а будешь уже страдать от неизбыточных желаний. Вот такой вот вопрос. What we should do? We should surrender first and then detach. Or we should You can't become detached unless you surrender. Вы не можете отречься до тех пор, пока вы не предались. Krishna, well, first thing Krishna says, Первое, что говорит Кришна. well, Anukulyena sankalpe pratikulyena varjana. So first we have to accept things which are favorable. Говорится, что вначале мы должны принять вещи, которые благоприятны, Then we can give up the things which are unfavorable. а затем отречься, откинуть те вещи, которые не благоприятны. So now we're chanting Hare Krishna, we're taking prasadam. Сейчас повторение Харе Кришны, принятие прасады. And when we get some higher taste from that, И когда у нас появится высший вкус к этому, then we can give up some of our things that are unwanted. тогда мы сможем отречься и отбросить те вещи, которые нежелательны. So generally we get a higher taste and then we give up it. Обычно нужно обладать высшим вкусом для того, чтобы отринуть низшее. Or if one is intelligent, if one gets some higher knowledge, then he can renounce things which are unwanted. А также, если у человека есть разум, если есть высшие знания, тогда он может отринуть те вещи, которые не нужны. Because knowing that by doing so, one will become qualified to experience some higher consciousness. Поскольку человек, обладающий таким знанием, понимает, что делая это, он сможет получить какие-то высшие вещи, высший вкус. Krishna says, Yad taragre vishamiva pariname mitokama tatsukam satukam protam atmabuddha prasadajam. That which in the beginning may be bitter like poison, but at the end is just like nectar. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что вначале это может быть подобно яду, но в конце это будет нектар. That which in the beginning may be bitter like poison, but at the end is like nectar, and which awakens one to self-realization, is said to be happiness and mode of goodness. Вначале это подобно яду, но когда человек начинает испытывать счастье, пунья благости, это как нектар. So we have to accept some tapasya. Поэтому нужно принять какую-то тапасию. Getting up early in the morning, Вставать рано утром, taking a bath, омываться, chanting our rounds, воспевать свои круги, following principles. следовать принципам. So that's not always so pleasant, Это не очень приятно, but it'll help fix our minds upon Krishna. но это поможет нам зафиксировать наш ум на Кришне. And if we fix our mind upon Krishna, then one day we'll become Krishna conscious. И когда мы если мы сосредоточим свой ум на Кришне, то однажды, в один прекрасный день, мы Then станем we'll be able to Кришной. understand and happy experience what it means to be associated with Krishna. И у нас будет очень такой опыт счастливого общения с Верховной Личностью Бога Кришны. Хорошо, скажите, а в каком настроении следует распространять книги? Mood of devotion. Настроение первенства. So we should be. The mood is that we're there to serve Chaitanya Mahaprabhu. Настроение служения Господу Чайтанье. That these other souls out there, Что есть множество душ вокруг, they've forgotten Krishna. которые забыли о Кришне. And Krishna has us here to help them get some knowledge about him. И Кришна очень
сильно хочет дать им знания о себе. So whatever I can do to help these other living entities get some opportunity to get some knowledge about Krishna. Так или иначе, я могу помочь в этом, дать людям знания о Кришне. As a service to Lord Krishna and his representative. Служить Господу Кришне через его представителя. I'm trying to distribute these books. Я пытаюсь просто распространить эти книги. To help bring Lord Krishna's other children back to the spiritual kingdom. Чтобы помочь Господу Кришне привести других его детей в духовное царство. Now we have no power ourselves to distribute these books. У нас нет на самом деле у самих силы, чтобы распространить эти книги. Only Krishna can give us the transcendental power that's necessary to distribute these books. Только Шри Кришна может дать нам трансцендентную силу для того, чтобы мы могли распространять. So our mood is that depending upon Krishna. Наше настроение – это в зависимости от Кришны. That he'll send the right people. He'll send the right people. Krishna will send to me the right people. Настроение такое, что Кришна он посылает мне нужных людей. And he'll give me the transcendental intelligence and spiritual potency to distribute the book. И он дает мне трансцендентный разум, духовную силу для того, чтобы я мог им распространить книгу. Да. Can you clear please one question for me? I think a lot of this topic and it's about regarding Narasimha Lila. So where actually this Narasimha Lila happens is because in Srimad Bhagavatam explains that a palace of Hiranyakashipu was in heaven. Yes. But Shri Sampradaya declared that Narasimha appears on this planet and we show an exact place in Kovalam in South India. That's a way of making... And some ISKCON devotees asked Srila Prabhupada where it actually happens. And Srila Prabhupada said, if Shri Sampradaya said that this happened here, maybe it's like this, but actually where is this? I never know Prabhupada. I never heard Prabhupada say that. I never read Prabhupada say that. Where did Prabhupada say that? I don't know, actually, one devotee. Вопрос такой, что в Шримад Бхагаватам описывается история явления Господа Нарисимха Дева. Я спросил, где это произошло. На райских планетах, где был дворец Хираньякашипу, или же в Южной Индии, в Аховалам, где утверждают южноиндийские браманы и Шри Сампрадай. То есть где именно произошло это явление Господа. It says in Srimad Bhagavatam it happened in the heavenly planet. В Бхагаватам говорится, что это произошло на райских планетах. Srimad Bhagavatam Pramanam Amala. So our authority is Srimad Bhagavatam. Наш авторитет – это Шримад Бхагаватам.